Пришло время вам узнать правду, всем тем, кто не знает. Черт. Кое-что обнаружил. Кто здесь? Она двинулась. Всем привет, друзья! Меня зовут Тим Морозов. Сегодня я решил вернуться в дом, в тот страшный дом, где жил несколько дней. Я собирался приехать в этот дом с новым оборудованием, но вышли накладки. Пока мне пришел только подводный фонарик, и чтобы скорее продолжить расследование, я решил ехать с тем, что есть. Сейчас я нахожусь именно в том месте, где я проснулся, возле реки, после той ночи, когда я что-то копал. Для меня до сих пор остается загадкой, что же я выкопал, но у меня есть подозрение, что я выкинул это в реку. Сегодня я воспользуюсь специальными штанами, подводным фонариком и камерой, чтобы изучить дно реки и, возможно, найти то, что я копал. Если мне не удастся ничего найти, на этот случай я убрался в доме, чтобы попытаться воспользоваться старыми способами и, наконец, разгадать эту тайну. Друзья, перед началом поисков хотелось бы поговорить немного о прошлом видео. Дело в том, что многие не знают, кто же меня снимал со спины, когда я шел по лесу. Многие предположили, что это не может быть дроном, так как у меня не было даже пульта в моих руках. Пришло время вам узнать правду, всем тем, кто не знает, кто меня снимал со спины сзади. Дело в том, что я путешествую, пожалуй, не так. Примерно за последние 200 лет наш мир сильно изменился. В него вошли компьютеры, машины, механизмы. Компьютеры в данный момент управляют самолетами, поездами, управляют даже автомобилями, которые справляются не хуже даже, а лучше человека. Некоторые автомобили, которыми управляет компьютер, спасают жизни, потому что человек не успевает справиться так быстро, как это делает компьютер. Возвращаясь к началу, я хочу сказать, что я путешествую не один, а путешествую с дроном от компании DJI Mavic Air 2. И у нее есть замечательная функция слежения. Сейчас я все покажу. Этот дрон обладает множеством функций, у него есть множество датчиков. Есть такая замечательная функция, когда направляешь на человека, выбираешь объект, есть функция Active Track. Она подразумевает следование. И когда я нажимаю кнопочку Go, этот дрон, как видите, направился на меня.
И пульт мне совершенно не нужен. Пульт я ложу сюда. Иду. И как видите, дрон следует за мной и облетает все препятствия, потому что у него есть датчики. Напоминаю, что пульт лежит у меня вон там. И сейчас посмотрим, как он будет облетать деревья. Видите, он спускается, летит под деревом, поднимается и летит за мной. В данный момент с помощью этого же дрона я сейчас буду исследовать реку, а он будет следить и снимать. Ой. Вода очень холодная. Прям вообще жестяк. Рука буквально моментально замерзает. Ай, это уже холодно. Друзья, участок реки, возле которого я проснулся, я сейчас облазил целиком и полностью с помощью камеры и фонарика. Сейчас я всю полученную информацию скину на компьютер и пойду изучать в тот самый дом. Итак, друзья, сейчас я нахожусь уже в доме, немножко задержался. На улице уже полная ночь. Так. Вот. Чтобы видно было. За это время я скинул информацию на компьютер. Информация на компьютере я уже немного посмотрел, но совсем мало. Толком ничего не нашел. Сейчас, в данный момент, я буду подробно изучать снятый материал под водой. Итак, друзья, я буду смотреть с помощью программы Sony Vegas. Она для меня удобнее. Я могу быстро перематывать с любых сторон и увеличивать, если что. Также могу порезать, выделить нужные мне моменты. Охренеть. Черт. Кое-что обнаружил.
сейчас включу вам. Честно сказать, я в шоке и не могу в это поверить в данный момент. Друзья, сейчас смотрите внимательно. Вот это напоминает на нижнюю челюсть черепа. А вот это сам череп. Череп человека. Друзья, в данный момент мне удалось найти несколько моментов, доказывающих, что это череп. Сейчас я вам все покажу. Так, друзья, несколько моментов я нарезал, чтобы не искать по всему видео, они все пойдут по порядку. Как видите, здесь четко видно очертания глаз и основание носа черепа. Там дальше было видно его. Здесь у меня замедленно сделано. И посмотрите здесь немножко назад. Я не знаю, здесь рыба или похожая на змею. Вот в этом углу. Или какая-то палка. Очень странный предмет. Вот сейчас вот здесь будет. Честно говоря, друзья, я не знаю, что делать с этой находкой, с этим черепом. Сомнений у меня не осталось, что это череп. Дома я еще изучу материал гораздо лучше, но то, что это череп, я уверен на 100%. И он принадлежал человеку. Что делать с этой находкой, я понятия не приложу. Единственное, что приходит мне в голову, это попробовать спросить у духов с помощью доски Уиджи, кому он принадлежал. Хотя после последнего раза пребывания меня в этом доме, эта мысль тоже не сулит ничего хорошего. Но так как других вариантов пока я придумать не могу, я, наверное, попробую провести ритуал с доской Уиджи, но, наверное, зажгу во всем доме свет, потому что после этой находки и после того, что здесь творилось, мне реально как-то не по себе. Одну рацию я оставлю здесь на кухне, вторую возьму к доске Уиджи. Фух. Если в этом доме есть души, вы можете
ответить мне на вопрос, кому принадлежал череп, который я сегодня нашел в реке. Если в этом доме есть души, вы можете Кто там? Кто там? Какого черта? Черт. Что за ерунда? Блин, случайно камеру свалил. Что там? Кто здесь? Кто здесь? Там. Посуда там. Слышно. На чердаке. Как в прошлый раз на чердаке. Твою мать. Я не желаю вам зла. Я просто хочу узнать ответы. Включается. Тихо, тихо, тихо. Я не желаю вам зла. Я только хочу узнать ответы.
Вы можете мне ответить при помощи доски Уиджи? Она отвернулась. Это буква Т. И. Д. О. Л. Ж. Е. Черт. Черт. Она сказала. Что я должен. Что я должен. Что я должен. З. А. К. Зако. Что зако? Я должен зако. Как будто что-то мешает второй раз. Я должен закопать. Я должен закопать. Такое чувство, что она сейчас сказала нет. Друзья, мне кажется, что кто-то, кто, наверное, на моей стороне, сказал мне закопать. Я должен закопать. Я так подозреваю тот череп, который я, как я думаю, выкопал. Про который я спрашивал именно. Еще кто-то мешает. По этой рации мне сказал, я услышал нет. На мой вопрос, я должен закопать череп, ответил нет. Но я так думаю, что это именно тот. В общем, я не буду
терять времени и сразу приступлю к делу. Я не знаю, смогу ли я найти его ночью, но я приблизительно знаю, где он находится. Здесь есть кто-нибудь? Что за херня? Слышали сейчас? Это не из-за ветра. На тепловизоре ничего. Ладно, я за сапогами и возьму все необходимое оборудование. Снова сейчас слышу какие-то шаги. Еще мешает ветер слушать. И там что-то скрипит возле речки. Признаюсь честно, друзья, в данный момент, сейчас я подключу другой микрофон, чтобы вы слышали, очень сильно скрипит дерево. В этом скрипе будто что-то зловещее, нереальное. Я не представляю, вода совершенно темная. Как я сейчас буду искать этот череп? Ну, по крайней мере, я постараюсь. Вода, конечно, очень черная. Ничего не видно.
это объяснить. Меня будто под водой что-то схватило и начало тащить. Я просто начал биться. Тот череп, к сожалению, мне так и не удалось найти, чтобы его закопать. Но сейчас я быстро отправляюсь домой. Буду включать в машине печку, греться постоянно, чтобы не заболеть, потому что у меня руки до сих пор будто колят иголками, горят от холода и никак не отогреться. Пока что будет дальше с этой историей, я сказать не могу. На этом все, друзья. Всем пока.